Здравствуйте, это компания Vivo Telecom, и мы сегодня познакомим вас с приемником портативным от компании Uniden. Для нас этот производитель относительно новый, учитывая единственное, что радиостанция «Президент», да, от той же компании в итоге выпускается, то есть это «Президент» был дочерним предприятием Uniden в Европе. И сейчас наверняка есть. Так вот, но у приемников у них свой интерфейс, и он отличается от других производителей, то есть от того же Aora и Айкома. И мы, во-первых, преследуем цель добавить производителя в общую таблицу производителей радиостанций и радиоприемников. И заодно познакомимся сами с интерфейсом управления и вас познакомим кратенько, то есть не будем в дебри слишком залазить, но разберемся именно вот для такого бытового использования, то есть самые необходимые функции узнаем. Модель у нас сегодня BC125AT, Bearcat, так называемый медвежонок. Управление у него в принципе похоже на все остальные модели, поэтому ролик может быть общим и для более сложных моделей, там 436. То есть у Uniden относительно широкий ассортимент именно радиосканеров, поэтому вот эта модель самая простая. Будем ее сравнивать с Айком IC-R6, потому что во многом они похожи и по питанию, и по габаритам, и по диапазону частот фактически. Но я потом в конце ролика их уже сравню. Начинаем тогда, как обычно, с комплектации, и технические характеристики, во-первых, я расскажу, во-вторых, мы замерим тогда большую часть, потому что тут есть свои нюансы, производитель не указывает то, что интересно было бы для России, некоторые из параметров, поэтому посмотрим. Начинаем. Комплект поставки у приемника следующий, то есть сам приемник идет две перезаряжаемых аккумуляторных батареи емкостью 2300 мАч, выходное напряжение 1,2 вольта, никель, металл гидридный они, производитель Lexel. Первый раз я встречаю такое название. Так, крышка аккумуляторного отсека, идет кабель USB, мини-USB, для подключения компьютера, и этот же кабель используется для зарядки аккумуляторов, если вы будете использовать аккумуляторы. Естественно, можно использовать и обычные две батареи, также типа размера 2А. Идет темляк на руку, идет инструкция и идет вот такая антенна портативная с разъемом BNC вилка. Она достаточно гибкая и она рассчитана на весь диапазон. Кстати, по диапазону давайте я вам покажу. Вот в такой коробке приемник поставляется, и диапазоны у него на прием следующие: 25-54, 108, 174, 225, 380 и 400, 512. То есть он имеет разрывы, но в принципе все интересные частоты здесь есть. То есть это и CB диапазон, и любительский диапазон, и авиадиапазон, и двухметровый любительский диапазон, и диапазон SATCOM, так называемый 242, да, он идет 242, 270, да, мегагерц, 243. И речные сюда каналы, естественно, входят 300 мегагерц, 300-336. И, понятное дело, морские сюда входят каналы 156 мегагерц. Поэтому все нужное здесь есть, ничего не вырезано. И, естественно, 70-сантиметровый диапазон тоже имеется. Так, вот такой комплект. Хотелось бы, конечно, чтобы порт уже был Type-C, но модель приемника довольно старая, поэтому лучше уж тогда мини действительно USB, чем микро-USB. Микро-USB слишком нежный, этот все-таки разъем понадежней. Но сразу скажу, я фотографию вам приведу. Первый недостаток этого приемника — ток заряда через данный порт
всего лишь 150 миллиампер в среднем, ну то есть там от 120 до 180 в среднем 150 миллиампер. Соответственно, вот такую емкость аккумулятора приемник будет заряжать где-то часов 14, там даже время заряда ставится в самом приемнике. Поэтому да, вот это относительно недостаток такой приличный, но смотрите, можно всегда, конечно, вытащить эти аккумуляторы отсюда, но опять же стоят они достаточно плотно, поэтому каждый раз их вытаскивать тоже я переживаю вот за эти сами язычки, как бы они со временем тогда не сломались. И, кстати, давайте я уж раз достал батареи, под отсеком внизу на дне есть переключатель, либо алкалайновые батареи, то есть 1,5 вольта, либо никель-металл гидридные аккумуляторы. Здесь есть переключение, соответственно, если вы будете использовать обычные батарейки, то лучше переключить этот ползунок на алкалайн. Все, переходим тогда к конструкции. Так, конструкция у приемника следующая, то есть есть полноразмерная клавиатура резиновая, далее есть ЖК дисплей с подсветкой, я потом включу, увидите, динамик здесь стоит внизу, мощность у него 0,8 ватта, и мне нравится, как он звучит, то есть на прием он работает отлично, ну хотя сами потом оцените, я попередаю. Послушаете, ну и либо что-нибудь попринимает приемник, когда тоже услышите. Так, сверху у нас, смотрите, расположен антенный разъем BNC розетка, что тоже, наверное, плюсом является, потому что SMA все-таки разъемчик тоненький и более нежный, чем BNC, поэтому мне даже больше нравится, что здесь BNC стоит. Дальше, посередине, выход на наушник, и можно сюда подключать выносной динамик. И, соответственно, этот же разъем можно использовать в программном обеспечении для подключения к звуковой карте компьютера и, соответственно, писать принимаемую речь или сигналы сразу на компьютер. Некоторые программы для этого приемника позволяют это делать. Дальше у нас регулятор многофункциональный. То есть он еще работает как кнопка, и также поворотом мы обеспечиваем либо переключение каналов, либо регулировку громкости, либо регулировку шумоподавителя, ну или порога шумоподавителя. Я вам потом покажу, как это делается. Так, на левой стороне у нас ничего нет, никаких кнопок. Снизу ножки, и справа, если смотреть на лицевую панель, у нас расположен порт мини-USB. Соответственно, вы можете, подключив сюда компьютер, например, через шнурок, запитать и без элементов питания. Я думаю, что он будет работать. Не пробовал, но скорее всего, да, то есть 5-вольтовое питание будет подаваться через этот порт. Сзади у нас клипса пластиковая, но она достаточно прочная, не думаю, что вы ее сможете быстро сломать, то есть сделана она хорошо. Так, батареи, соответственно, нормально входят в ячейку. Ну, то есть тут даже запас небольшой есть, если более какие-то широкие батареи, я думаю, тоже они сюда войдут. У некоторых приемников просто есть проблема с этим, отсек тонкий. Ну и заводится, прижимается крышка и заводится вверх, фиксируется тем самым. Вот такой конструктив у приемника. Сразу скажу, вот эта вот антенна, она, естественно, на все диапазоны работы приемника не рассчитана. Мы на сайте уже в фотообзоре добавили графики КСВ в разных диапазонах. Она работает нормально только на двухметровом диапазоне 136-174 и 400-470. Ни на авиа, ни на 27 МГц, ни на частотах Саткома, не на речных каналах она работать нормально не будет. Поэтому, если хотите там что-то принимать, то антенну лучше, конечно, поменять. Все, переходим к управлению. Так, я, кстати, еще не взвесил, да, его. Давайте я покажу, сколько весит. Он в сборе вместе с аккумуляторами.
Из клипса, естественно. Так, 261 грамм у него вес. Так, ну что, давайте знакомиться с управлением. Я сразу тогда включу питание. Посмотрите, как она быстро включается. Версия прошивки 1.06.06. То есть это самая последняя версия, самая новая. Свежей на сайте производителя нет. Программное обеспечение, кстати, тоже сразу скажу, можно скачать родное с сайта производителя. И есть как минимум еще две программы. Они интерфейсом несколько отличаются и может быть даже удобнее, чем родное. Но хотя родное тоже все позволяет делать, то есть сохранить пороги поиска, ну или границы поиска, да, диапазонов, и каналы тоже можно редактировать, можно задавать имена, ну то есть все удобно, в общем-то и родной программой тоже можно обойтись. Так, теперь начнем давайте с регулятора. То есть если мы просто вращаем ручку регулятора без нажатия, то мы будем переключать каналы сохраненные. Если мы нажмем на кнопку, то мы будем регулировать громкость. Если мы нажмем фанк и потом нажмем на кнопку, то мы будем регулировать порог шумодава. Теперь по поводу управления. То есть само все управление приемником осуществляется следующим образом. То есть есть функция сканирования, это перебор сохраненных каналов. И есть функция поиска. Поиск осуществляется по кускам диапазонов, то есть с каким-то определенным шагом вы можете задать границы диапазона и перебирать или искать именно вот в этих границах. Сканирование же осуществляется именно по каналам. И есть еще в приемниках Uniden третий набор банков, это так называемые сервисные службы, но они, естественно, не для нашей страны, то есть они либо для США актуальны, либо для Канады. Там в программе даже выбирается частотный диапазон, соответственно, там сохранены какие-то определенные частоты полиции, потом ФРС каналы, CB-шные каналы, ну то есть какие-то из них можно использовать, какие-то нам бесполезные. Потом по поводу сканирования есть 10 банков по 50 каналов, то есть всего 500 каналов вы можете сохранить в 10 банках. Банки сами гибко не расширяются, то есть нельзя в одном банке сохранить 500 каналов, 50 это максимум. По поводу поиска также 10 банков вот с этими разными границами частот вы можете задать. Дальше сервисных банков тоже 10, но доступа к ним нет. И есть еще у приемников Uniden функция Close Call, это захват частоты. Вот в ней тоже есть один банк из 10 каналов. То есть когда приемник определил какую-то частоту, он автоматически в один из 10 каналов вот этих Close Call заносит. Соответственно, работает как стек. Если больше 10, то первый удаляется, 10 записывается. Так, дальше. Если вы хотите, например, набрать какие... ну давайте я еще подсветку вам покажу. Тоже, то есть вот этой кнопкой нижней вы можете включать и выключать подсветку. Так, теперь давайте затронем режим сохранения каналов. То есть все у нас управление именно через банки осуществляется. Через банки сканирования, либо через банки частот для поиска. Смотрите, например, да, мы сейчас будем проверять чувствительность на 27 МГц. Ну, давайте я вот 27 и внесу. То есть вот я внес частоту, теперь я нажимаю букву Е. Соответственно, я ручкой могу выбрать, в какой канал я хочу сохранить. Вот, то есть 12 в первом банке у меня ничего нет, да, 0. Соответственно, я в 12 сохраняю сейчас ровно 27 МГц. Теперь
частоты мы уже, соответственно, ввели. Мы можем, вращая ручку, менять теперь и следующие режимы. То есть мы можем изменить частоту, которую ввели, мы можем задать символьное обозначение каналу, мы можем выбрать, не в ту сторону, так, можем выбрать CTC-SS, DCS коды, мы можем выбрать сразу модуляцию, мы можем выбрать приоритеты данного канала, мы можем выбрать, насколько на данном канале при сканировании будет приемник останавливаться. Ну и, соответственно, мы можем все разблокировать каналы в банке и удалить этот канал, если он нам не нужен, и вообще полностью очистить банк. Ну и exit. Давайте здесь тогда мы зададим символьное обозначение. Каким образом это делается? Тоже вот, вращая ручкой, мы задаем именно этому символу, ну, в смысле, этому положению символьное обозначение. То есть, вот я сейчас задам CB, например, диапазон, да, то есть это, ну, то есть, вращая ручку, мы можем добиться и цифровых здесь значений, и каких-то символьных значений. Но нам CB достаточно, поэтому мы CB и оставим. Так, теперь давайте зададим сразу модуляцию, потому что в основном работают, естественно, в амплитудной модуляции дальнобойщики. И для приема нам, скорее всего, будет чаще нужна именно амплитудная. Соответственно, задали мы амплитудную модуляцию. Ну и все, в общем-то. Нажимаем Exit, то есть кнопкой. Нажимаем. Вот у нас теперь 12 канал, 27 МГц ровно, модуляция AM, ну и, соответственно, сохранили мы в первом банке. А название у нас CB. Давайте еще одну покажу. 255, 550, да? Сохраняем, выбираем, в каком канале это будем сохранять, нажимаем E. Теперь задаем название. Ну, давайте просто SAT зададим. Естественно, через программу это все делается быстрее гораздо, но я покажу, как это делается вручную. То есть она последний символ запоминает, что тоже удобно. То есть можно примерно ориентироваться, в какую сторону двигаться. Вот SAT зададим и сохраняем. Модуляцию. Модуляцию давайте тоже зададим не авто, а FM. Все, 13 канал, название SAT 255, 550. Так, и нам еще нужно будет проверить речной канал. Ну, я уже задам его без вас, я думаю, все понятно, да? Так, теперь смотрите, по поводу управления. Да, когда каналы заданы, мы можем, естественно, переключаться по ним вручную ручкой. Но у приемника, естественно, два предназначения основных. Это сканирование каналов и поиск каналов. Соответственно, здесь даже сделаны две кнопки. Когда мы нажимаем скан, начинается сканирование по банкам памяти. То есть вот он пошло сканирование, видите, мигает 1, да? То есть мы можем задать здесь 10 банков, да, различных. Направо поворот, дай, направо поворот. Соответственно, нажимая кнопки номеров банков, мы можем включать либо отключать их из сканирования. То есть, видите, я вот могу первый банк выключить, например, и сканировать только второй банк, это LPD частоты у меня. Сканирование очень быстро происходит, то есть у него скорость сканирования около 100 единиц, по-моему, 90, да, указывается производителем. Еще поворот, дай, еще поворот. А
Поиск вообще осуществляется около 270 выборок, если шаг сетки 5 кГц, то есть еще быстрее поиск осуществляется. Ну то есть вот когда вас какой-то канал заинтересовал, вы можете нажать кнопку Hold и соответственно на нем остановиться. То есть при этом сканирование заканчивается, и этот становится активный канал, и вы можете уже следующее перебирать опять же по каналам. То есть не выбор частот здесь именно происходит, а именно выбор каналов. Видите, вот я задал LPD-шные каналы, LPD 26, LPD 30. Соответственно, мы ходим по ним, да. Возобновляем сканирование. Снова начинается переборка частот. Допустим, давайте я третий банк еще включу, второй выключу. То есть вот кто-то на PMR канале у нас работает. Тоже время остановки при активности на канале тоже задается. То есть это время дилей, так называемое, оно по умолчанию, по-моему, 2 секунды равно. Это вы можете задать, чтобы останавливалось на время побольше. Ну вот такое управление. Соответственно, поиск осуществляется таким же образом. То есть сканирование, если хотите именно в каких-то пределах просто искать частоты, то нажимаете Search, и здесь таким же образом вы задаете различные банки. То есть я вот, допустим, на 5-м у нас частоты Саткома 243-270. Вот, соответственно, он их и сканирует. Обратите внимание, как он быстро бежит. Да, сейчас вот шаг сетки 5 кГц, то есть вот он буквально, если посчитать 270 выборок, то 1,3 МГц он за секунду проходит. То есть вот сами можете заметить, как это происходит быстро. Ну и также, соответственно, я могу включить первый банк, еще 5-й выключить, и он тогда будет бегать у меня по CB-шным каналам. Ну, в смысле, по CB-шному диапазону. Именно здесь не по каналам идет речь, а именно по диапазону. Видите, 5 кГц шаг сетки. Тоже, думаю, с этим все понятно. Да? Если нужно остановить, опять же, остановили, выбрали, какой вам канал необходим. Естественно, можно при найденном канале нажать эту частоту и тот же самый процесс сохранения канала сделать, если вам это нужно. Кнопка Clear работает как клавиша Escape, то есть если вы не хотите это делать, то можете выйти всегда кнопкой Clear. А кнопка с буквой E это Enter, то есть подтверждение и редактирование здесь же. Ну, то есть с поиском, я тоже думаю, все понятно, да? Скорость сканирования TYT TH350. Шаг сетки 25 кГц. Смотрите, как медленно он проходит 1 МГц. Видите, до сих пор он еще. Причем шаг сетки 25, я напоминаю. И теперь смотрите, как сканирует Uniden. Обратите внимание на целые мегагерцы, как он быстро проходит. И шаг сетки здесь 5 кГц, а не 25. То есть, видите, он пробегает мегагерц, меньше секунды проходит. Так, теперь смотрите дальше. Функция захвата частоты, да. Я продемонстрирую, как туда зайти. То есть фанк нажимаем, и когда нажата кнопка фанк, вот эти красным цветом, которые выделены символы, они работают. То есть, соответственно, мы заходим, и close call или захват частоты имеет следующие режимы. Во-первых, это close call mode. Либо он вообще выключен, я его выключил, сейчас расскажу почему. Далее DND, это у нас
мы, например, сканирование осуществляем, и если close call появился вне активности на канале, тогда он определится. Или можно приоритетный поставить close call, то есть он независимо от того, есть ли активность на канале, каждые 2 секунды будет все равно сканировать несущую. Либо мы можем вообще задать режим только работы с функцией close call, то есть сканирование и поиска происходить не будет. Но сейчас мы это и сделаем. Back возвращение. Соответственно, здесь мы можем задать, какие будем бенды сканировать в close call. То есть мы всегда можем отключить какие-то частоты из вот этого списка. Но по умолчанию они все заданы для функции close call. Дальше, какая будет у нас информация при обнаружении close call, ну или активности, да, либо звуком, либо светом. Ну тут, по-моему, включено и то, и другое по умолчанию, это не важно. Далее, scan hits, сканирование, есть ли этих определенных по close call банка, есть или нет. Насколько я понимаю, тоже особо в это не вникал. Насколько оставлять определенный канал, ну, то есть это время задержки, да, и включать ли функцию сканирования сети CSS, DCS. По умолчанию она включена. Так, здесь можно посмотреть заблокированные частоты. Если какие-то вам она не нужна, эта частота, вы ее заблокировали, и тогда она не будет определяться уже как несущая. Есть некоторые паразитные, там от тех же приборов, например, идет помеха. По close call она может определить, и, соответственно, вы будете постоянно на нее нарываться. Поэтому я, вот, честно сказать, в помещении постоянно есть какие-то приемы различных помех, поэтому я close call вообще функцию отключил. То есть у меня close call мод стоит в off. Давайте я сейчас его включаю тогда только only, и он у меня будет заниматься именно определением частоты, ну или функции захвата частоты. Я вот поставлю сейчас еще и Retevis. А вот на этой станции, на застоне, я буду излучать на частоте 435, и здесь у меня задана поднесущая 79,7 Гц. Давайте посмотрим, как он... Обратили внимание, да, что я сети CSS, DCS определение тоже включил, поэтому смотрим, как он будет сейчас определять и та, и другая. Это правильно определила. 435, 79,7. Здесь мы нажимаем Hold, чтобы выйти из функции Close Call. И смотрим 435, 79,7. То есть тоже все верно. То есть и поднесущая она определяет, и определяет она саму несущую. Вот таким образом это работает. Достаточно удобно, но режим сами выбирайте, какой вам удобен. То есть, чтобы он параллельно работал с поиском и со сканированием. Мне вот так было удобнее. То есть, чтобы только либо эта функция работала, либо она вообще не работала тогда. Так, теперь знаете еще, какой меня вопрос волнует. Работает ли функция Close Call с цифровыми сигналами? Вот смотрите, я специально поставил сейчас цифру на застон UV008. Вот видите, символ D, это цифровой сигнал DMR. 435 ровно по-прежнему. Здесь осуществляется поиск, здесь осуществляется поиск. Нажимаю на передачу. Ни та, ни другая, к сожалению, цифровой сигнал DMR несущую не определяет. Ну, то есть, некоторые из подписчиков спрашивали, да и самим было интересно, сможет ли она определить, но, к сожалению, нет.
Из этого режима, кстати, вы всегда можете тоже выйти. Сейчас давайте я еще, наверное, кое-что сделаю. Давайте еще попробуем один разок определить. 255, 550. Не на ту нажал. Ретевис, кстати, определяет неверно. На 255 я излучаю, 511 определяет. Здесь он определил, да? И определил правильно Uniden. 255, 550. Единственная модуляцию он определяет неправильно. По умолчанию, вот, кстати, тоже один из недостатков данного приемника, по умолчанию у него уже заданы к определенным полосам определенные типы модуляции. Поэтому, если вы осуществляете поиск по границам, то он будет выставлять модуляцию именно, которая у него задана изначально с завода. Так вот, на этих частотах задана модуляция АМ. Соответственно, если я вот сейчас захочу сохранить этот канал, да, то мне потом придется, ну вот 14, если я захочу сохранить, то мне потом придется модуляцию вручную менять, потому что она будет задана именно амплитудная. Все, потом, если вы хотите выйти из режима Close Call, просто нажимаете скан, например, и опять начинается сканирование. Естественно, вы можете задавать направление сканирования вверх или вниз этим же вот регулятором. То есть, вот видите, я пошел вверх, я пошел вниз. То есть вот здесь ничего полезного нет, да, я пошел дальше вниз. А вот здесь что-то есть, я оставлю. И буду принимать на этой частоте. Так, смотрите, будем проверять сейчас потребление. На выключенном питании приемник потребляет 16 микроампер, поэтому можете смело оставлять аккумуляторы внутри корпуса, никаких проблем не будет. Так, что-то принял, да, он? В общем, смотрите. Я сейчас антенну отключу тогда, чтобы он ничего не принимал. Или давайте загрублю тогда шумодав. Придется сбросить тогда показания и еще 60 сэмплов выждать. У него есть режим сохранения энергии по умолчанию, потому что не постоянное потребление. То есть вот сейчас канал заблокирован, да, то есть на удержании стоит, то есть только на этой частоте не сканируем и не производим поиск. И я сейчас увижу, когда включится функция сохранения энергии, на том пределе начнем измерять. Потому что она не сразу включается, а через какое-то время. Сейчас дождемся. Надо сейчас не забыть проверить, на каком появляется, кстати, индикатор разряда батареи, на каком напряжении. Сейчас подается номинальное напряжение 3 вольта. Ровно. Так, вот, видите, 68 стало, да, потребление. Вот 218, то есть приемник включается, когда он в режиме сохранения, он потребление свое опускает больше, чем в 2 раза. Вот теперь я тогда сброшу и буду 60 сэмплов ждать. Посмотрим. Но уже видно, конечно, приемник потребляет достаточно много, потому что ICOM ICR6 всего лишь 14 мА потреблял. Этот же прилично кушает, конечно, в несколько раз, да, больше, чем в 10 раз он потребляет. Но тут и экран побольше, как бы, ну, в общем, с питанием здесь, видимо, будет он работать не очень долго. Сейчас еще проверим, сколько он будет на сканировании потреблять. И подсветку я тоже включу, покажу вам, сколько дополнительно ест подсветка. Так, выждали 60 сэмплов.
Потребление 103 миллиампера. Да, конечно, это прилично. Так, теперь давайте, как обещал, подсветку включаю. Смотрим, сколько она будет потреблять. Так. Давайте я 2 ампера включу, потому что он автоматически показывать не хочет. Так, с включенной подсветкой. Ну, то есть также вот приемник включается в режим сохранения, но максимальное потребление стало вместо 220 245, то есть получается 25 миллиампер подсветка кушает. Так, теперь понижаю напряжение, смотрим, сколько будет, ну, когда появится индикатор. Так, сейчас я секундочку опущу, чтобы вам было видно экран. Так, понижаю напряжение, 2,9, 2,8, 2,7, 2,6, 2,5, 2,4, 2,3, 2,2. Вот на 2,2 появляется индикатор. Кстати, еще интересная особенность у данного приемника: при включении он не показывает напряжение на аккумуляторах, но все-таки узнать, какое напряжение сейчас у ваших батарей, можно. То есть, когда мы нажимаем на кнопку изменения громкости, вот видите, вот этот верхний правый угол показывает как раз напряжение на аккумуляторах, то есть 2,10 или 2,1 вольта. Ну, так, это мы тоже узнали. Теперь будем смотреть, сколько он потребляет в режиме сканирования, да? Так, я надеюсь, мы ничего не поймаем, потому что я шумодав загрубил полностью. Смотрим, можно антенну, конечно, отключить, но я думаю, и так будет нормально. Так, нет, все-таки даже на таком... Хорошо, сейчас я антенну еще тогда отключу. Так. Скан идет. Сбрасываю. Смотрим, сколько он будет потреблять. Тоже среднее значение тогда вычислим. Ну тут, впрочем, все стабильно, видите, можно и не ждать 60 сэмплов. 200 миллиампер он потребляет в режиме сканирования без включенной подсветки. 199 запишу, ссылаем. Так, и у нас осталось проверить, сколько он будет потреблять на полной громкости. Так, смотрим, сколько будет потреблять приемник на полной громкости. Так, громкость полная, 434 частота. Теперь здесь сбрасываем показания на всякий случай. Принимаем. Принимаем на приемник Uniden BC125AT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, 279 миллиампер он принимает на полной громкости, в смысле потребляет. Так, давайте рассчитаем время работы тогда приемника. 103 у нас на приостановленном сканировании в режиме ожидания потребляет он. 279 миллиампер он потребляет на полной громкости. 199 миллиампер он потребляет при сканировании. Это мы будем брать как режим передачи в калькуляторе. И емкость аккумулятора 2300 или аккумулятор ROV 2300 миллиампер час.
Соответственно, в итоге получаем время работы в цикле 5-5-90, но только здесь 5% времени сканирования, а не передачи, 21 час ровно. Напомню, что у Айкома это значение составило 91,8 часа, то есть почти в 5 раз больше, да, ну в 4. Да, к сожалению, по этому параметру приемник не очень хорошо себя показал. Так, ну что, давайте проверять тогда чувствительность. Сначала на 27 МГц. Давайте я антенну тогда отсоединяю. Подключаем генератор. Амплитудная модуляция 27 МГц. Включаю приемник. Сейчас заодно я покажу. Так, кстати, да, версия 1.06.06. Вы видели, наверное. Так, выбираем сохраненный канал. Помните, мы сохраняли CB. Так, вот он, CB и амплитудная модуляция. 27 ровно. На этой частоте проверим. Так, по поводу шумодава тоже. Один он уже полностью открывается, соответственно, я на двойку ставлю, тогда будем на двойке проверять, потому что на единичке он... Ну, хотя можем вообще на открытом проверить. Давайте вот так сделаем. Проверим все. Авто, кстати, как у Айкома, шумоподавителя здесь нет. Поэтому придется на открытом, либо сейчас закроем потом в следующий раз. Ну, сейчас проверим на открытом, потом посмотрим на закрытом. Так, подаем тогда высокочастотный сигнал и модуляцию включаем. Амплитуду увеличиваем. Ну вот, слышите, да, что уже минус 120 я поставлю. Сейчас уже явно выше уровень сигнала, уровня помехи, поэтому минус 120 dBm. Теперь давайте я все-таки шумодав включу на двойку, посмотрим на двойке, насколько он откроется тогда, на каком уровне сигнала он откроется. Так, подаем. Минус 113. Ну, давайте мы запишем и то значение, чтобы вы ориентировались. Так, теперь давайте на частоте... ну давайте тогда проверим сейчас все-таки в FM модуляции тоже. Посмотрим. Так, а здесь мы тогда сейчас изменим. Модуляцию на этом канале. Смотрим. В FM модуляции. Не NFM, а именно FM. Так. Модуляция. Так, тоже на двойке он стоит, шумоподавитель. Ну, минус 118, да? Он уже работает. Смотрите, еще какую особенность заметил. Вот есть частотный план, да, USA. И здесь везде модуляция NFM все-таки указана. FM нигде не заявлено. Видите, во всей таблице либо AM, либо NFM. То есть, я так понимаю, это узкая полоса, то есть ширина полосы 12,5, видимо, здесь нигде не указано, но, скорее всего, это имеется в виду.
Поэтому давайте поставим NFM на 27 МГц и еще раз проверим. Я кое-что вам тогда продемонстрирую. То есть более узкая полоса, модуляция FM. Вот, то есть на минус 120 она открывается. Это у нас NFM. Поэтому, в принципе, если будете сохранять модуляцию вручную, то лучше NFM тогда выбирайте. У нее чувствительность на пару децибел будет выше. Так, теперь переходим в другие частоты. Так, смотрим, 145 ровно, NFM модуляция. Шумодав у нас на двойке так и стоит. Ну, то есть вы в реальной жизни все равно ведь не будете с полностью открытым шумоподавителем что-то принимать. Поэтому на этом тогда режиме и измерим. То есть если я ставлю единичку, то он уже открывает, уже слышите, да, полезный сигнал идет. Но будем мерить на двойке, потому что вы явно с помехами постоянно принимать ничего не будете. Смотрим, 145, NFM модуляция. Увеличиваем амплитуду. Ну, минус 122 dBm на частоте 145 NFM. Так, следующий канал 434 ровно, тоже NFM. Выбираем 434 мегагерца, амплитуду уменьшаем, ну, увеличиваем в смысле. Так, здесь у нас похуже дело обстоит. Минус 117. Шумодав также на двойке. Минус 117 здесь. То есть 70 сантиметров он чуть-чуть хуже принимает. Но это, кстати, лучше намного, чем ICOM в режиме ручного шумоподавления. В автомате он минус 122 также принимал на 145, как и этот приемник. А вот в режиме ручного шумодава он принимал 113 на 434, минус 113 dBm у него была чувствительность на 434. Так, вот осталось у нас два диапазона, 255. Так. Здесь тоже модуляцию выберем, тогда NFM. NFM 255 550. 255 550 мегагерца амплитуда. Отлично. Минус 119 dBm на частоте этой. Прямо хорошо он себя ведет. Осталось проверить только речной диапазон 300-200. Сейчас я канал сохраню и включу. Так, 300-200, модуляция NFM. Шумодав также на двойке стоит. 302. Ой. Смотрим. Минус 118 тоже, ну прямо отлично. Напоминаю, что здесь приемник стоит Super GTR 1 с тройным преобразованием частоты. То есть все по чувствительности меня он радует.
Так, давайте теперь посмотрим избирательность на частоте 434 МГц, NFM модуляция, шумоподавитель на двойке стоит, как и было. Так, сместились мы на 10 кГц с минус 117, и тогда начинаем отсчитывать амплитуду, смотрим, насколько быстро откроется от помехи, отстоящей на 10 кГц данный приемник. Еще разок, 90 с чем-то там было, да? То есть 6 там и 17, 23 единицы, это 10 кГц. Напомню, что у Айкома CR6 было 12 единиц всего лишь на 434, то есть по избирательности этот приемник получше себя показывает. Так, давайте на 15 я теперь смещусь, и также от минус 117 будем отсчитывать. Ну тут, наверное, вообще будет все хорошо. Смотрим. Сейчас до нуля дойдем тогда и остановимся на этом. Ну все, то есть если помеха отстроена на 15 кГц, то он вообще не открывается. Ну так и, соответственно, должно быть. Все с этим нормально. Айком на 15 кГц не проверяли, тогда только на 10. Так, давайте проверим прием тогда у данного сканера и заодно замерим максимальную громкость динамика. Проверяем. Принимаем на приемник Uniden BC125AT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Модуляция FM, аналоговый сигнал. Так, теперь смотрите, давайте остановимся на штатной антенне. Штатная антенна работает только в двух диапазонах, то есть 136-174, у нее 158 МГц минимальная КСВ и равно на 2,88, и 400-470 минимальная КСВ на 420 и равно на 3,10. Но мы вот еще использовали такую антенну. То есть вот эта штатная, она ни в саткоме, ни в речных каналах, ни на авиа не работает. Вот эта антенна от Diamond, естественно, оригинал RH775. Телескоп у нее вот такой длинный, он около 50 сантиметров, там максимальная у нее длина. Соответственно, с ней мы получили графики получше. На саткоме около 3 единиц, и она фактически по всему диапазону одинаково, поэтому более-менее она принимает получше. С полностью выдвинутым телескопом на 136-174 минималка у нее. Но я графики вам приведу и ссылку на антенну на эту дам. 1,8 у нее получилось. И на 467 в самом конце диапазона 2,38. Так, теперь по поводу компактности. Она тоже покороче, чем родная антенна в сборе получается. И она, насколько я понимаю, она полегче. Давайте я сейчас измерю. Так, родная весит 27 грамм. А нет, она даже потяжелее, 32 грамма. Но здесь у нее основание металлическое, поэтому она весит побольше. Но вот эта антенна нам понравилась. То есть мы на 2-метровом диапазоне принимали. Она, конечно, получше работает. Поэтому я ссылочку на нее дам, посмотрите тоже, что она из себя представляет. Ну и вот так она выглядит на самом аппарате. Стоп, майна, нахуй проехали, давай. Вот. Давай, майна, Настя, майна.
Скоб. Значит, закрываем парк населенного тормоза. Упор 8 км с стаканом пассажира. Межбытие 12, номер 8, 3733. Межбытие 13, 4, 8, 8, межбытие 13, 4, 110, 06, межбытие 15, 110, 98, межбытие 15, 16, 10, 10, 11, 5, 94. Межбытие 16, 17, 13, 3, 14, 8, 57, 67, межбытие 17, 18, 17, 6, 18, 9, 26, 26, межбытие 18, 20, 21, 7, 22, 4. Тормозные башмаки находятся под телом за 5 провинцией Нагам. Стройся, принял, ДСП, поле, позади, поступенно принял, ДСП, уже записал. По нагрузкам трансформатор будет. Нет трансформатор. Ну кто там поверху хочет? Говорите. Не, идешь, как бы разобрать можно. Ну, немножко шумишь. Ну, это у меня, не знаю, как у остальных пиратов. У меня немножечко шумишь. Не критично, но шумок есть. Ну, ясно, ясно. Ну, ты ж сам знаешь, ротмобиль это такое дело. Вроде с одной стороны станешь, идешь без шума. Немножко повернешь, там, может, деревья, какие-то дома, идет шумок. Так что для дроп-мобиля, в принципе, пойдет, так скажем. Так, ну что, давайте подведем итоги тогда по приемнику BC125AT от Uniden. Начнем, как обычно, тогда с недостатков. Первое, ток заряда слишком мал, 150 мА, поэтому если хотите быстро заряжать, то нужно будет постоянно вытаскивать аккумуляторы, ну, либо использовать батарейки. Батарейки кончились, поставили новые тогда. Потому что так на 2300 мАч батарея или аккумулятор будет заряжаться около 14 часов с таким током. Это, конечно, долго, но только на ночь оставлять. Дальше, нет влагозащиты, то есть вообще никакой не заявлено. У Айкома IPX2 там хотя бы какие-то брызги она выдерживает. Здесь у Uniden я вообще не видел информации по влагозащите, поэтому желательно, конечно, взять какой-то чехол под него. Ну и вот это отверстие сверху тоже чем-то заглушить, какой-нибудь резиновым уплотнителем, потому что оно как раз наверху, то есть попадете под дождь, все сюда начнет заливаться. Но проблема в том, что я что-то не нашел пока на него чехлов никаких родных. На Айком-то поставляются чехлы, на Uniden, к сожалению, похоже нет. Если знаете, то напишите в комментариях, будет интересно посмотреть, есть ли либо родной чехол, либо кто-то из сторонних, может быть, производителей шьет чехлы на него. Дальше, смотрите, еще недостаток. Я не нашел, каким образом банк памяти вообще может отображаться или нет. То есть вот создали мы там 10 вот этих пределов, да, в различных банках. А какой банк за какой предел отвечает, сложно. То есть это надо только либо по памяти вспоминать, либо записать на какую-то бумажку, потому что на самом дисплее отображения нет. Хотя вот в программе, в одной из программ я устанавливал Scan 125, по-моему, он называется, там задаются названия банкам, но на дисплее все равно отображения нет. То есть имя канала отображается, а банк только числовым значением выдается. Вот тоже несколько неудобно. Далее, еще из недостатков это потребление. Потребляет приемник достаточно много, 103 мА в режиме ожидания, 199 в режиме сканирования. Это, конечно, прилично. То есть даже батареи на 2300 хватает всего лишь на 21 час работы. У Айкома этот параметр лучше и намного лучше причем. Теперь перейдем к преимуществам. Преимуществ у него гораздо больше, конечно, чем недостатков. Смотрите, во-первых, подключение к компьютеру, да, очень нам понравилось. Можно без проблем, в отличие от ICR6 от Айкома, задать каналы в удобном виде. Естественно, с клавиатуры всегда удобнее с компьютерами набирать, чем вручную сохранять вот так каждый канал. Это, конечно, неудобно, особенно если символьные, да, названия каналам задавать, то замучаетесь с клавиатуры. Поэтому, да, то, что подключение к компьютеру и то, что несколько программ по вашему выбору, Scan 125 Freeware распространяется, и, естественно, родная программа от Uniden тоже бесплатная, а вот третья программа, я название ее не помню, мы ее не ставили, она платная, стоит она
на около 40 евро, поэтому мы ее даже и не ставили на компьютер. Но вот Scan 125, она позволяет не только сохранять частоты, но еще и управлять приемником, то есть осуществлять поиск и сканирование прямо через интерфейс программы, что тоже удобно. Можете ее тогда поставить, попробовать. Дальше, что нам еще понравилось? Скорость сканирования, конечно, очень быстро приемник сканирует, с этим прямо даже и ICOM медленнее, не говоря уже там о всяких китайских станциях, тут, конечно, в десятки раз будет все медленнее. Далее, питание универсальное от двух батарей АА или от двух аккумуляторов АА. Вдруг что случится, конечно, такое питание будет предпочтительнее. То есть всегда вы можете батарейки в любом ларьке найти, поэтому здесь проблем нет. Тем более и можно еще и запитать от USB порта 5-вольтового, тоже любой адаптер подключить, запитать, все будет работать. То есть с питанием проблем нет. Ну, я имею в виду с универсальностью питания, но не с током зарядки и с потреблением. Дальше, ну, про несколько ПО я уже сказал, в том числе управление сканером. Чувствительность тоже плюс, на всех диапазонах мы проверили, просто замечательно все, то есть какой бы мы диапазон, даже CB-шный, то есть обычно там пол микровольта, да, у станций, что у носимых, что у автомобильных, здесь же минус 120 dBm, отличное значение и в AM, и в FM, тем более 118, да, мы получили в NFM модуляции тоже замечательно, точнее в NFM даже 120 тоже мы получили. И на саткомовских частотах хорошая чувствительность, и на речных каналах, и в двойке, и в 70 сантиметров. То есть все хорошо, с избирательностью тоже проблем нет. Поэтому чувствительность тоже плюс у этого приемника однозначно. Ну и поставим мы ему в принципе, я, наверное, даже поставлю ему 5 баллов, потому что никаких существенных каких-то недостатков у него нет. Может не понравится управление, но тут надо привыкать опять же к нему, то есть оно своеобразное, но когда привыкнешь, в общем-то, довольно удобно. У ICOM, конечно, классическое управление, никаких проблем нет, здесь вот все вот через банки и через поиск, ну это просто у Uniden такая задумка, к этому надо просто привыкнуть. Так, еще кусочек я не успел рассказать, то, что хотел. Смотрите, сравнение именно ICOM ICR6 и BC125AT приемника. У ICOM шире диапазон принимаемых частот, и ток заряда у него до 1 ампера, то, что мы вот выделить хотим. Все-таки аккумуляторы будут заряжаться быстрее. Но на стороне Uniden, во-первых, USB-порт есть, и он позволяет подключаться к компьютеру. У него несколько программного обеспечения разновидностей, да, и у него есть функция Close Call, которой нет у ICOM, то есть это захват частоты, что может тоже быть достаточно удобным. Ну, то есть вот такой паритет, у кого-то есть свои преимущества, у кого-то свои. Смотрите, выбирать, естественно, вам то, что более необходимо. К сожалению, должен сделать еще одно отступление. Смотрите, очень неудобно все же, например, сканируя, ну точнее осуществляя поиск по диапазону 250 МГц, ну, то есть так называемым сатком, по умолчанию приемник ставит амплитудную модуляцию при поиске, ее нельзя изменить. То есть приходится обнаружить активность на каком-то из каналов, да, в процессе поиска. Далее остановить поиск, сохранить этот канал, вручную поменять модуляцию и тогда уже слушать. Но вот это неудобно, и ни в каком программном обеспечении это не меняется. Поэтому в итоге снизим мы все-таки на 1 балл оценку данному приемнику и поставим ему в итоговой таблице 4 балла. Все, в остальном никаких недостатков мы не нашли, все хорошо. У кого вопросы по данному приемнику есть, задавайте их в комментариях, подписывайтесь обязательно на канал. Специально мы приемник этот приобрели, чтобы вам продемонстрировать, чтобы увеличить количество производителей, которых мы рассмотрели. Все, спасибо, на этом тогда заканчиваем. Всего вам доброго, до свидания.